Окей, народ, я приехал в Марракеш вчера вечером. Первое, что я здесь вижу, чувствую и ощущаю, это много машин, много мопедов, много людей. Шумный большой трафик. И также очень много попрошаек подходит на улицах и просят денег. Такие ощущения здесь. Марракеш, пожалуй, самый известный город в Марокко. Не был здесь, считай, не был в Марокко. В 2025 году здесь проживает почти 1 миллион человек. Название страны Марокко в английском языке произошло как раз от города Марракеш. Но местные жители называют свою страну по-арабски Эль-Макреб. Марракеш был основан почти 1000 лет назад, приблизительно в 1060 году. И считается одним из 4 имперских городов страны. Этот термин здесь используют для обозначения 4 исторических столиц государства. Одно из главных мест в городе – это, конечно, площадь Джема Эль-Фна. Возле площади всегда много лошадей с каретами. Они катают людей за деньги – это один из способов, как местные зарабатывают себе на жизнь. Катают прямо по дорогам общего пользования. Причем дороги здесь весьма загружены и машин очень много. Джема Эль-Фна – самое шумное и суетливое место во всем Марракеше. Эта площадь является огромным рынком. В наши дни здесь выступают уличные артисты, продают еду, свежевыжатые соки, здесь много кафе и ресторанов. Глядя на все это, вам и в голову не придет, что в древности на площади казнили повстанцев и преступников. Так, я на рынке, на главной площади. Сейчас я буду есть очередной кускус с мясом. Вот так он выглядит. Это вот одна из марокканских традиционной марокканской еды – кускус с мясом. А вот атмосфера на площади в дневное время. Здесь всегда можно встретить танцоров и музыкантов в интересных костюмах. Здесь же работают и заклинатели змей. Никаких ограждений тут нет, змеи ползают прямо по плиткам. Но самые шумные — это продавцы соков. Конкуренция среди них огромная, поэтому они громко кричат прохожим, зазывая к себе. Так быть блогером выгодно. Мне только что парень-араб на площади дал бесплатный клубничный смузи за то, что я снял его на видео для своего блога. С 2001 года площадь вместе со всем историческим центром Марракеша была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После заката людей на площади становится еще больше. Выступления уличных артистов обычно длятся здесь до полуночи. Так как Марокко бывшая французская колония, на дорогах здесь ездит много Рено и Пежо. Но самая распространенная машина здесь Dacia, румынский бренд, принадлежащий тому же Рено. Их собирают прямо здесь, в Танжере. Бензин в этой стране достаточно дорогой, больше 1 евро за литр. Еще одно известное место в Марракеше – мечеть Кутубия. 77-метровый минарет, который виден с любой точки в городе. На площади перед мечетью всегда много людей. Не мусульманам сюда вход закрыт, но заглянуть с улицы никто не запрещает, ведь дверь открыта. Такая архитектура – наследие династии Альморавидов, империи, правившей на территории Западной Африки с 1050 до 1147 годов. До нашего времени дошла уже вторая версия мечети. Оригинальная мечеть была построена в 1147 году. Позже выяснилось, что михраб, который должен указывать в сторону Мекки, был ориентирован неправильно. Из-за этого мечеть решили разобрать и построить новую. Но здесь по-прежнему сохранились основания колонн оригинальной мечети. Также на внешней северной стене мы можем наблюдать остатки михраба первой мечети Кутубия. Старые исторические части марокканских городов называют Мединой. Медина Марракеша выглядит как гигантское переплетение узких улочек, очень атмосферных и необычных. Или еще я бы назвал это огромным базаром. Здесь повсюду что-то продают.
В архитектуре Медины часто можно встретить вот такие арки. Они добавляют некую атмосферу. Также над магазинчиками встречаются красивые потолки с резьбой по дереву. Чтобы заманить к себе покупателя, местные могут прибегнуть к креативным методам. Например, установить такие самодельные инсталляции из цветков кактуса, ну или из того, что имеется. Медина находится внутри высокой городской стены, и попасть сюда можно через одни из 19 ворот. По-арабски ворота здесь называют баб. Вот эти, например, служили официальным входом в город. Обратите внимание, как уже тогда люди владели резьбой по камню, учитывая, что ворота возвели в 12 веке, во время правления той же династии Альмахадов. Марракеш также интересен своими древними дворцами, например, дворец Эль-Бади, построенный в 16 веке султаном Ахмад Аль-Мансур из династии саадитов. Роскошная резиденция строилась для демонстрации богатства и могущества саадитской державы. Сегодня Эль-Бади — это живописные руины, а на стенах дворца теперь живут аисты. Но есть в Марракеше и другой дворец, более сохранившийся на сегодняшний день. Это дворец Бахия, что по-арабски означает «блеск». Он демонстрирует богатство марокканской архитектуры конца 19 века. Строительство было начато человеком по имени Симуса. Он был великим визирем при султане Хасане I и происходил из касты рабов, которые со временем смогли занять важные позиции в государстве. После его смерти строительство продолжил его сын Бахмат, который завершил дворец и сделал его еще более роскошным. Бахмат назвал дворец в честь своей любимой жены Бахии. Симуса строил этот дворец для демонстрации своего могущества и влияния. В те времена это было обычной практикой среди визирей. Здание занимает площадь около 8 гектаров и имеет более 150 комнат, основная часть которых предназначалась для гарема и личных апартаментов. Каждое помещение отличается уникальным декором. Для потолков, дверей и панелей использовалось кедровое дерево. Его ценят за прочность и устойчивость к насекомым. Мрамор применялся в колоннах, фонтанах и полах. Также мы можем здесь наблюдать традиционную в Марокко мозаичную плитку зелидж на стенах и полах. А на штукатурке Таделакт мастера искусно вырезали сложные геометрические орнаменты. Но, к сожалению, ничто не вечно, и в части этого дворца сейчас ведется реставрация. Ну а это видео подходит к концу. Это был небольшой обзор на город Марракеш, самый известный город в Марокко. Пишите комментарии, если вы были в Марракеше или хотели бы посетить. А мы с вами увидимся в следующих видео. До встречи!